Привет, друзья мои! Сегодня 23 апреля. Просили показать мои саженцы. Честно говоря, каждый год и так показываю, как сажу, как укореняю. Повторяться не особо хотелось, но раз попросили, покажу, что у меня на сегодняшний момент. Значит, саженцы я начал укоренять в середине марта. Они 3 недели у меня укоренялись в кокосовом субстрате. Никакой химии ничего не добавлял, никаких клонексов, ни корневинов, ничего. Укоренял на картофельных проростках. Ну, опять же, так, на скорую руку. Практически, я думаю, они там не сильно подействовали, но как получилось, так получилось. Кому интересно более подробно, как укоренялось на картофельных проростках, я, в принципе, оставлю ссылку в описании под видео. Посмотрите, кто не видел. Ну, а кто видел, тому уже, в принципе, тут мне добавить нечего особо. Результатом я доволен. Черенков было немного. В этом году я не собирался сильно ими заниматься. Потому что, во-первых, черенков было мало. Из-за того, что прошлый год был холодный. Мало черенков вызрело. Но что-то есть. Просто люди попросили. Кому-то что-то под заказ сделал. В общем, есть. Уже несколько саженцев забрали. Значит, смотрите. Укоренялись они у меня 3 недели в кокосе. 2 недели назад я их отсадил вот в стаканчике. Это результат, скажем, 2 недель. Вот такие побежики, в принципе, довольно мощные. Некоторые послабее, в одинаковых условиях. Поливалось один раз 2 недели назад при посадке все это в стаканчиках. И сейчас я немножечко освежил. В общем, уже через верх не поливаю. Я первый раз только поливаю через верх, чтобы усадка грунта произошла. А потом я уже просто наливаю в лоток воды. Либо просто есть у меня специальный такой лоток. Я туда опускаю на пару минут. Ну, пускай минуты на 3. Оно напитывается через низ сколько надо. Внизу, вон, смотрите, дренажи у меня. Делал ножом, не заморачивался ни паяльником, ничем. Работают ничуть не хуже, но гораздо быстрее все это происходит. Значит, корни есть, где-то лучше, где-то хуже, но корешки есть. Побежек вот этот самый, ну вот несколько самых получше, некоторые послабее, похуже. Самые лучшие уже уехали. По стаканчикам не заморачиваюсь, вот молочные бутылки использованные как бы идут на это дело. Вот 2 недели и вот такой результат. В принципе, результат я считаю на 4. Это не обращаю внимания, жена тут изгаляется. Там еще немножко у меня остатки роскоши. Значит, вот это то, что у меня не укоренилось. Я их здесь поставил в банке в воде, они у меня стоят. Вон немножко корешочки уже появляются. В общем, это такие тугодумы, которые, в общем, отбраковку провел. Некоторые выкинул, которые ни почка не проснулась, ни корни не пошли. Те, которые более-менее я вижу, что они пойдут, я их вот поставил в воду. Они у меня еще 2 недели в воде стоят. На днях, возможно, некоторые возьму, еще укореню, что-то еще будет. В общем, в этом году у меня и еще у дочки там в комнате тоже у меня еще лоток с такими саженцами стоит. Ну, примерно то же самое, нет смысла показывать. Это бумага, это на всякий случай на скотч клеил, когда слишком жаркое солнце было, притенял, потому что на солнце у меня горят. Это западная сторона после обеда. Много солнца бывает, но в этом году у нас солнцем напряженка. У нас просто льют дожди неделями. Просто неделями заливает. Даже на дачу не могу выбраться толком. Посмотреть на участок, что там происходит. Хотел обрезать деревья. Короче, ничего не успеваю, потому что дождь просто заливает. И вот раз просили, вот показываю. Честно говоря, не планировал вообще никаких видео пока снимать. Нечего было снимать. Но вот вам тема. В общем, результат есть. Результат средненький. Ну, я говорю, одинаковые условия. Но что-то лучше, что-то хуже. Вот верхняя почка вообще, например, не пошла в этом. Вторая почка пошла и неплохо. Поэтому я оставляю всегда, ну, стараюсь, 2 почки сверху. И даже не ослепляю нижние почки. Потому что оставляю некий запас. Были на некоторых уже даже завязи, там гроздочки завязывались, я их уже повыщипывал. Уже показать особо нечего. Ну, в общем, как-то так. Поливать надо крайне редко, потому что вот спрашивают, почему гибнут саженцы. При покупке хорошие, потом начинают загибаться.
А обычная ошибка – это перелив. Скажем, залюбляют свой саженец, видят, что он растет, все, хочется шпалить, а когда снизу поливаешь, сверху всегда сухо, кажется, ему не хватает. В общем, переливают и начинают корни гнить. Поэтому не увлекаемся переливами, стараемся очень редко поливать. Чем реже, тем лучше. Я вообще жду, пока зеленка начинает чуть-чуть вять уже, вот тогда я начинаю поливать. Но главное тут не переусердствовать, не проморгать это дело. Очень часто не надо поливать, потому что просто загубите свои саженцы. Ну вот вкратце примерно так. Так что смотрите, результат в принципе более-менее. Ну я говорю, по вызреванию лозы в том году у всех была засада и саженцев. Ну у кого теплицы, там конечно получше, у меня теплиц нет. У меня все это открытый грунт. Вот этот саженец завтра тоже поедет. Человек попросил у меня Аркадию. Аркашка у меня вообще шикарно себя ведет, мне она очень нравится. Юпитер уже 2 ушло, остался один, у меня их немного. У меня молодой куст, поэтому у меня там совсем чуть-чуть черенков было. Элегант, как всегда, шикарно себя ведет, нормально растет. Аркашка, ну и тут что-то по мелочи еще есть, осталось, не знаю, 342 кишмиш тоже хорошо идет. То он у меня в другом лотке, здесь его нет. Ну и жены там помидорки. Ну, в общем, как-то так. Остались у меня от прошлого года вот такие пакетики. Честно говоря, пакетики такие не очень удобные. Ну, чтобы добро не пропадало, в общем, я их приспособил для этого дела. Удобнее всего, конечно, вот такие бутылки из-под молока, из-под кефира. Раньше я снимал этикетку. Сейчас не снимаю, потому что все-таки какую-то затеняет немножечко корневую, чтобы она сильно открытая не была, чтобы солнцем ее не подпекло. Как бы нет смысла. Поэтому тут, в принципе, оно уже раз есть, значит есть. Хорошо. Если будете из полиэтилена делать, делайте потолще. Это мои первые вот эти стаканчики ручной работы. Там 3-летней давности я их случайно нашел. Ну, уже просто было что, я их просто посадил, посмотрю. Ну, это я самые, кстати, дохлые туда посадил. Как бы, если загнуться, ничего страшного. Укореняют в пэтах, в пластиковых. Многие используют стаканчики пол-литровые из-под пива. В общем, кто на что гораст, у кого что есть. Единственное, не забываем обязательно делать отверстия. Хотите поаккуратнее, хотите не очень аккуратно, это не суть важно. Главное, чтобы они были довольно широкие, чтобы через поддон можно было поливать, чтобы они нормально напитывались влагой. Остальное это уже так эстетика. Насколько она вам нужна, важна, это уже ваше как бы дело и право. По поводу прививок, кстати, я обещал снять прививку. Вроде бы в этом году как раз будет прививка штамп. В общем, если действительно это все получится, срастется, вы об этом узнаете. Так, почему я начал укоренять именно в середине марта, а не в начале, не в январе, не в феврале? Я раньше начинал укоренение примерно в начале марта, даже в конце февраля. И саженцы, они сильно быстро начинают расти, перерастают, начинаешь их щипать. В общем, идет некая борьба постоянно с этим ростом. А некоторые просто вырастут до определенного момента и стопорятся. И чтобы такого не было, вот я сдвигал. И по мне вот самый оптимальный вариант – это укоренять где-то середина марта, в общем, вторая половина марта. Тогда они нормально раскачиваются, и к высадке к концу мая они становятся очень даже нормальными саженцами. Кто начинает в январе укоренять, там вообще идет некий ступор. Они вырастают, потом стопорятся. Я даже брал такие саженцы. В общем, они даже плохо приживаются. У них некий дисбаланс там происходит, не знаю. В общем, не понравился мне такой вариант. Середина марта, вторая половина марта для меня самый оптимальный вариант. Некоторые даже в конце марта укореняют, и все довольно счастливы. Поэтому с укоренением особо не торопитесь. В основном начинают в январе укоренять те, у кого просто тупо чешутся руки. В общем, бейте себя по рукам, и не надо слишком рано это все укоренять. Так что, народ, все на этом. Всем удачи, пока. Хороших вам урожаев. Ну и с началом сезона. И с Пасхой вас, кстати, кто православный. Все, всем пока.